Это канал «Творчество для всей семьи». Продолжаю тему украшений из кожи. Сегодня покажу очень простую брошь. Также смотрите, как прикрепить застежку к броши. Подойдет любая кожа. Я буду использовать вот такую толстую кожу, остатки от старой сумки. Распечатала из интернета выкройки цветов из фетра. Возьму средние размеры 6, 5, 3 и 4. Вырезала из картона кружок диаметром 2,5 см. Размечаю середину на каждом цветке. Каждый лепесток вырезаю вот до этой линии. Кожа от нагревания заворачивается, причем заворачивается в сторону пламени. И если хотите, чтобы заворачивалась наизнанку, значит держать надо над пламенем изнаночную сторону. Необходимо запастись терпением и не держать очень низко над пламенем. Расстояние должно быть примерно 5-6 см. И чем тоньше кожа, тем легче она заворачивается над пламенем свечи. На канале есть видео, где я уже показывала эту технику. Картина из кожи. Ссылка будет в описании. Кожу нужно не обжигать, а всего лишь нагревать на пламени. Тем не менее, вы видите, что я немного свою подпаливаю, так как у меня очень толстая кожа и держать приходится довольно долго. Но это не страшно и совсем не повлияет на качество конечного результата. Мои лепестки будут сгибаться на лицевую сторону, поэтому нагреваю лицевую. Самый миниатюрный ярус брошки лучше держать при помощи пинцета, чтобы не обжечь пальцы. Если произошла ошибка и вы нагрели не ту сторону, которую хотели, это легко исправить вот так, просто выгнув в нужную сторону лепестки. Или можно еще раз нагреть над свечой. Если у вас изначально красивая кожа, то окрашивать ее, конечно, не нужно. Кожа любит любую краску. Окрашивать можно текстильными красками, акриловыми и даже пищевыми. У меня краска для шелка. Я буду окрашивать краской для шелка и частично акриловой краской. Обычно, когда я использую акриловую краску для кожи, я развожу ее водой. Но здесь у меня не тот случай. Хочу просто затонировать только кончики и немного изнаночную сторону. Вот этот кружок, который я вырезала для серединок. Я его просто увеличила на несколько миллиметров и вырезала. Теперь к этой картонке нужно пришить застежку. Устанавливаем застежку не в середине, а в верхней части
чтобы брошка не западала, когда ее будете носить. По этим дырочкам я и буду пришивать застежку. Из кожи вырезаю такой же кружок, только с припуском примерно в полсантиметра. Теперь начинаю собирать цветок. Я использую резиновый клей. Подойдет клей Момент Кристалл. Лепестки укладываем в шахматном порядке. Между двумя лепестками лепесток следующего яруса. В середину верхнего яруса можно вшить какую-нибудь красивую бусину или пуговицу. У меня нашлась вот такая очень старая подвеска, которая была на шнурке. Ее нельзя пришить, и пришлось зашпаклевать дырочки и подкрасить. Теперь приклеиваем застежку, обильно смазываем клеем, особенно края. На кожаном кружке я размечаю застежку. Ну и, конечно, совсем не обязательно проводить эту линию. Размечаем головку и конец застежки. Делаю прорези. Необходимо очень тщательно подогнать, так, чтобы вышли наружу и пружинка, и головка полностью. Теперь я очень тщательно промазываю все клеем. Особенно не забываем края. Спасибо за просмотр, лайки и комментарии. Подпишитесь, если вы еще не подписаны, и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Увидимся!